С 15 августа 2023 года во Вьетнаме заработала новая визовая политика, а это значит, что теперь мы с вами можем оформить новую электронную визу сроком до 90 дней. Сегодня максимально подробно я буду рассказывать и показывать о том, как же правильно заполнить новую анкету, чтобы вам одобрили визу. Обязательно смотрите этот ролик до конца, смотрите мои другие ролики, ведь у меня много всего интересного на канале про жизнь в этой прекрасной стране. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, сами все знаете. Ну а я здороваюсь с каждым из вас. Всем доброе утро, добрый день и добрый вечер. Погнали! Но прежде чем мы перейдем к оформлению, я должен донести до вас некую информацию, касаемую изменений, которые вступили в силу с 15 августа. Теперь нам на выбор дается два вида виз – сингл и мульти, обе сроком до 90 дней. Сингл позволяет въехать во Вьетнам и находиться на протяжении всего срока действия визы во Вьетнаме. Если вдруг вы покидаете Вьетнам, то виза сгорает и вам нужно оформить новую. Мульти же позволяет в течение всего срока действия электронной визы заезжать и выезжать. В этом различие. А еще, конечно же, в цене. Сингл стоит $25, а мульти 50. Еще из нового это то, что теперь e-визу могут оформить граждане абсолютно всех стран. А еще изменения коснулись без виза. Он теперь сроком до 45 дней. Повезло таким странам, как Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Северная Ирландия, Российская Федерация, Япония, Южная Корея, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия и Беларусь. Также в этот список можно добавить и Казахстан. Совсем недавно между странами было подписано соглашение о безвизовом въезде, но срок безвиза чуть поменьше – 30 дней. Также есть ограничения, в стране можно находиться до 90 дней в течение 180. Активируется новая виза точно так же, как и старая, только при пересечении границы. Активировать визу, находясь внутри страны, у вас не получится. То есть, если вы планируете задержаться во Вьетнаме больше, чем 90 дней, по истечению вашей визы вам нужно оформить новую визу и выехать за пределы страны, чтобы заехать вновь. Тогда ваша новая виза станет активна. То есть, вам нужно совершить так называемый визаран. Только раньше это нужно было делать раз в месяц, а теперь раз в 3 месяца. Не правда ли круто? Оплатить электронную визу по-прежнему, увы, нельзя картами российских банков, поэтому если у вас нет карты иностранного банка, то обязательно обращайтесь за помощью ко мне. За небольшую комиссию я вам с удовольствием помогу. Пишите ко мне в Telegram, сделаю все быстро и качественно. Я уже оформил большое количество виз, все получают, всем одобряют, все довольны. Welcome! Ссылочка на мой Telegram будет в описании под этим роликом. Ну что, хватит болтать, на этом информация закончилась. Go оформлять. Обращаю внимание, что теперь оформление происходит на новом сайте. Ссылочка на него будет в описании под этим видео. Смотрим. Вот таким вот образом выглядит сайт. Он на вьетнамском языке. Соответственно, здесь вот сверху мы можем с вами сменить язык на английский. Русского языка, к сожалению, нету, но пользователи Google Chrome могут проделать вот такую вот манипуляцию. Кликнув правой кнопкой мыши, нажать «Перевести на русский». И наша страница переводится на русский, и все становится более-менее понятным. Здесь на этой странице представлена информация об оформлении и так далее. Далее, чтобы перейти к оформлению, нам нужно нажать кнопку «Подать заявку». И у нас всплывает вот такое окошко, где нас предупреждают о том, как же все строго и как нас тщательно будут проверять. Да, мы прочитали, поняли и отправляемся заполнять заявку. Нас перекидывает вот на такую страничку, и мы с вами видим анкету, которую предстоит нам заполнить. Здесь анкета состоит из 10 пунктов, но по факту 9, потому что 9-й пункт касается только агентств и организаций. Мы будем заполнять как физическое лицо. Соответственно, чтобы приступить к заполнению, нам нужно пройти верификацию. Верификация проходит с помощью email. Вот здесь сверху в этом поле нам нужно вбить адрес нашей электронной почты. После чего нажать на эту кнопочку.
И мы с вами запросили код, который был нам отправлен, он будет действителен в течение 10 минут. Переходим в нашу почту и ожидаем код. Бывает такое, что код приходит не сразу, бывают задержки 2-3 минуты, бывают и дольше. Поэтому ожидайте, если код не приходит, то сделайте снова запрос на той же странице. Если и после этого код не пришел, соответственно, в таком случае я рекомендую полностью закрыть страницу, открыть вновь и вбить адрес другой электронной почты. Обычно это помогает. Итак, нам пришло письмо с нашим кодом, соответственно, открываем. Да, кстати, оформлять несколько виз на одну почту тоже можно. Мы скопировали наш код, вводим вот в это поле и жмем «Подтвердить». Все, наша почта была верифицирована. После этого мы можем приступать к заполнению. Теперь наши поля все активны. Загружаем нашу фотографию. Фотографию можно взять абсолютно любую. Можно сделать селфи на телефон. Одно из главных требований это то, чтобы был белый фон. Давность фотографии тоже не очень имеет значение. У меня используется фотография, которая была сделана в 2019 году на загранпаспорт. Но опять же, да, чтобы вы более-менее были на себя похожи. По паспорту главное, чтобы все было читабельно, не было бликов, не было теней. Все должно быть четко и ясно видно. Ну и хорошего качества, чтобы это не была смазанная фотография. Соответственно, спускаемся дальше и переходим к первому пункту. Персональная информация. Обратите внимание, что здесь уже подгружена наша информация, то есть вбита фамилия, имя, пол, дата рождения, и ниже будет номер паспорта и срок действия паспорта. Соответственно, эта система автоматически сканирует наш паспорт и вводит сюда информацию. Но обязательно проверяйте, потому что система несовершенна и может допустить ошибку. Дальше, после того, как проверили здесь всю информацию, соответственно, идем дальше. Здесь нам нужно указать наше гражданство. Выбираем место рождения. В этом поле ID Card Number нам нужно сюда внести номер нашего загранпаспорта. Я для примера, поэтому вбиваю рандомные цифры, вы вбиваете номер своего загранпаспорта. Религия. Выбираем религию, точнее прописываем. Это мне Google Chrome уже помогает, предлагает варианты, которые я заполнял ранее. Поэтому вы прописываете от руки. Соответственно, дальше здесь нас спрашивают о том, использовался ли какой-либо другой паспорт для въезда во Вьетнам ранее. У меня такого паспорта нету, соответственно, нет. Если вдруг у вас такой паспорт имеется, соответственно, вы можете нажать «Да», и перед вами всплывет вот такое вот окошко, куда нужно будет внести информацию об этом паспорте. Дальше нас спрашивают, есть ли у нас двойное гражданство. Если у вас есть, соответственно, вы выбираете «Да», и здесь нужно будет выбрать, какое гражданство какой страны у вас есть. Двигаемся дальше, и здесь нас спрашивают, были ли у нас правонарушения во Вьетнаме. Соответственно, если вы посещали Вьетнам ранее, то у вас могли быть правонарушения. Если они были, то здесь их нужно зафиксировать в этой форме. Во втором пункте информация о визе. Соответственно, здесь нам уже предлагают, какую же визу мы с вами хотим оформить. Есть два варианта, сингл и мульти. Чем они отличаются, я уже вам рассказал. Соответственно, вы выбираете свой выбор. Я оставлю сингл. Здесь же нам нужно указать период действия нашей электронной визы. Обращаю внимание, что дату, которую вы укажете в этом поле, именно с этой даты и начнет действовать ваша электронная виза. Раньше заехать не получится, потому что ваша виза еще не будет активна. Позже заехать можно, но на срок, который вы заехали позже, соответственно, вы потеряете это количество дней. То есть виза не сдвинется от того, что вы заехали позже. Вы просто потеряете несколько дней. И указываем дату окончания нашей визы. Обращаю внимание, что сделать это нужно вручную. Раньше это делала система автоматически. И мы выбираем 30 ноября. Если вы захотите перехитрить систему и выбрать, допустим, 1 декабря, то
система даст вам вот такое вот информационное поле, в котором написано, что виза не может быть оформлена сроком больше, чем 90 дней. Соответственно, возвращаем 30 ноября. И спускаемся дальше. Здесь у нас третий пункт, информация про наш паспорт. Соответственно, мы выбираем обычный загранпаспорт, это вот этот вот пункт. Дальше здесь, смотрите, уже вбит номер нашего паспорта. Опять же, система проанализировала, но проверьте обязательно, прежде чем двигаться дальше. Пункт места выдачи нашего паспорта. Насчет этого пункта есть споры. Кто-то указывает здесь просто страну, которая вам выдала паспорт. Соответственно, в моем случае это Россия. Но я пишу сюда орган, выдавший документ. Соответственно, я себе так оформлял визу, мне успешно была одобрена, и я начал делать так своим клиентам, которым тоже уже в большом количестве визы были одобрены и ни одного отказа. Поэтому мы пишем сюда именно орган, который нам выдал документ. Люди, которые писали сюда просто страну, им, в принципе, насколько я знаю, тоже были одобрены визы. Поэтому дело за вами, можете повторить за мной, можете сюда написать просто государство. Здесь, в этом поле, мы с вами указываем дату выдачи нашего загранпаспорта. Обратите внимание, что дата окончания действия нашего паспорта уже указана. Опять же, проверьте на всякий случай. И тут нас спрашивают, есть ли у нас другие действующие загранпаспорта. У меня такого нету. Если у вас есть, соответственно, выбираете «Да», и вас попросят здесь внести информацию об этом паспорте. Четвертый пункт. Контактная информация. Здесь все достаточно просто. Здесь мы вписываем наш адрес российский, обращаю внимание, не нужно писать адрес во Вьетнаме. Номер телефона и email. Но email у нас уже внесен, он даже у нас верифицирован, соответственно. Дальше в этом же пункте нас просят внести экстренный контакт. Раньше этого пункта не было, его добавили, потому что, видимо, визы стали долгосрочными, а властям Вьетнама нужен контакт для того, чтобы, если с вами вдруг что-то случится, был человек, которому можно было об этом сообщить. Поэтому вбиваем здесь фамилию, имя, адрес. Здесь я уже указывал свою жену, которая вместе со мной находится во Вьетнаме. Соответственно, я указывал наш вьетнамский адрес и вьетнамский номер телефона. Поэтому ничего страшного, здесь уже можно указать вьетнамские контакты. И указываем родство, да, или связь, которая у вас есть с этим человеком. То есть я указываю контакты своей жены и пишу wife. В пятом пункте интересуются родом нашей деятельности, и здесь у нас есть варианты на выбор. Бизнес, студенты, работник, официальный сотрудник, я так понимаю, это госслужащий какой-то, другой, свой вариант, который можно прописать, пенсионер и безработный. Самое простое, конечно, это выбрать безработный, здесь никаких пунктов потом заполнять не нужно. Но я бы не рекомендовал это делать, да, сейчас одобряют визы даже тем, кто выбрал этот пункт. Но визы долгосрочные, и, конечно, властям нужно, чтобы приезжали платежеспособные люди. Поэтому я рекомендую выбирать, даже если у вас нет официальной работы, вариант Other. Соответственно, в этом пункте мы с вами прописываем работа в интернете и фриланс. В качестве адреса и телефона указываем свои контакты. Все просто. Я себе точно так же делал, поэтому мне визу одобрили. Конечно, визы одобрили тем, кто указывал статус безработного, но я могу предполагать о том, что в дальнейшем будут более тщательно проверять анкеты и, возможно, на это будут обращать внимание. Поэтому рекомендую делать именно таким образом. В шестом пункте интересуется целью нашего визита. Мы выбираем с вами туризм. Дальше. Нас спрашивают о том, будем ли мы контактировать с какими-либо организациями или агентствами. По умолчанию выбрано нет, оставляем так.
контактировать мы ни с кем не собираемся. Здесь нам нужно написать цифру 90, это то количество дней, на которое мы планируем с вами приехать во Вьетнам. Естественно, мы пишем цифру максимально разрешенную, почему бы и нет. Дальше здесь нам нужно указать дату нашего въезда во Вьетнам. Опять же, мы уже указывали срок действия нашей визы и указываем дату въезда. Именно с этой даты, напоминаю, будет действовать ваша электронная виза. Дальше нам нужно с вами выбрать пункт прибытия во Вьетнам. Здесь есть аэропорты, наземные пункты и морские порты. Соответственно, обращаю внимание ваше на то, что указывать пункт прибытия нужно максимально точно. То есть раньше были кейсы, когда человек неправильно указал пункт прибытия и его визу не засчитывали. Да, есть человеческий фактор, кому-то засчитывали, кому-то не засчитывали, но чаще всего людей запускали с российским гражданством по безвизу на 15 дней вместо положенных 30, из-за того, что просто человек указал неправильно пункт прибытия. Поэтому лучше сначала купить билеты, а потом уже оформлять визу. Ну или если вы уверены, что будете покупать билеты с прибытием в определенный аэропорт. Соответственно, мы с вами едем, допустим, на Визаран из Нячанга в Лаос. В таком случае нам нужно выбрать пункт боя. Пункт отбытия дальше нужно указать, и он уже не так важен. Вас все равно выпустят из Вьетнама, поэтому лучше выбрать какой-нибудь аэропорт, конечно. Ну, примерно, соответственно, пусть это будет Cam Ranh, так как мы проживаем в городе Нячанг. Дальше нам нужно с вами указать адрес проживания во Вьетнаме. Здесь все достаточно просто. Если у вас есть забронированный отель, соответственно, вы указываете адрес этого отеля. Кроме того, здесь нужно будет указать контактный номер телефона. Вы можете указать номер телефона этого отеля. Если у вас нет забронированного отеля и вы еще не знаете, где будете жить, соответственно, проделываем вот такую вот процедуру. Заходим в Google карты. Выбираем абсолютно любой отель, пускай это будет Lucky Sun. Копируем адрес и вставляем его вот в это поле. Соответственно, у нас Вьетнам было написано по-русски, мы дописываем по-английски. И здесь нужно выбрать провинцию. Соответственно, я выбрал отель, который находится в Нячанге, это провинция Кханьхоа, город Нячанг. И здесь нужно выбрать район, в котором находится отель. Соответственно, это район Лотхо. Вот здесь вот написано, я посмотрел. И у нас с вами остался контактный номер телефона. Соответственно, если вы впервые находитесь во Вьетнаме, указывайте номер отеля, в котором планируете жить. Если еще не определились, соответственно, проделываем ту же процедуру. Копируем номер телефона отеля, адрес которого сюда вбивали, и вставляем сюда. Дальше нам нужно поставить галочку о том, что мы обязуемся регистрироваться по месту проживания. Отели делают это по умолчанию, это их обязанность. Если вы вдруг планируете снимать квартиру или апартаменты, то хозяева тоже должны регистрировать жильцов. Соответственно, нужно просто напомнить об этом хозяину. Дальше нас спрашивают, были ли мы во Вьетнаме за последний год. Соответственно, если вы не были, то идете дальше. Если вы были, то выбираете пункт «Да», и перед нами всплывает вот такая вот форма. Мы во Вьетнаме проживаем с 4 января, и в это поле я вбивал все даты наших приездов. Соответственно, у меня в блокнотике выписаны все даты. Я копирую информацию из блокнота и вставляю сюда. Если вы планируете ездить на Визараны, соответственно, рекомендую сохранить эту информацию, чтобы она у вас была под рукой и можно было тоже таким же образом скопировать и вставить. Соответственно, и так далее по сегодняшний день. Если вы едете на Визаран, здесь вы указываете последнюю дату планируемого выезда. Соответственно, вот мы едем на Визаран, допустим, 25 сентября, и вот я указываю дату выезда последнюю, 25 сентября. Дальше здесь нужно указать цель визита во всех
пунктах. Можно написать один раз, выделить, скопировать и дальше уже вставлять. То есть здесь вы указываете все даты, касаемые въезда и выезда из Вьетнама, как в штампах в паспорте, и будущую дату, которую планируете покинуть Вьетнам. Обратите внимание, что здесь не нужно указывать внутренние продления через миграционные службы. Соответственно, только пересечение границы, въезд и выезд. Идем дальше, и здесь нас спрашивают, есть ли у нас родственники во Вьетнаме. Обращаю внимание, что это касается только родственников, которые имеют гражданство Вьетнама. Поэтому, если у вас есть родственники во Вьетнаме, именно имеющие гражданство, то вы можете выбрать «да», и, соответственно, вас попросят здесь указать информацию о них. Но я думаю, что у большинства таких родственников нет. 7 пункт, и здесь мы можем вписать с вами детей до 14 лет, которые не имеют своего загранпаспорта. Если у ребенка есть свой загранпаспорт, виза на ребенка делается отдельно. Стоит она точно так же, сюда вписывать в таком случае никого не нужно. Именно таким образом я оформляю визы своим клиентам, у которых есть дети, и уже люди заезжают, поэтому никаких проблем нету. Это точно и достоверно. Следующий пункт, которого раньше не было, он называется «Траты в путешествиях и страхование». Здесь нас просят указать сумму в долларах, которую мы планируем потратить за время пребывания во Вьетнаме. Я при первом оформлении себе писал сумму $3000, но в дальнейшем своим клиентам я прописываю сумму $10 000. Делаю это я потому, что есть теория, что эта сумма относится не только к тому, что вы будете тратить на свое развлечение, проживание, еду и так далее, но и к пункту страховки. То есть здесь нас спрашивают, есть ли у нас медицинское страхование, действующее во Вьетнаме. Соответственно, можно выбрать пункт «Нет». Я выбирал вариант «Нет». Ничего страшного, страховка не обязательна для въезда во Вьетнам. Оформлять ее специально не нужно. Но в таком случае, соответственно, кто-то должен оплачивать ваши медицинские расходы. И здесь как раз понадобится та сумма, которую вы здесь указали. Есть такая теория, опять же, если в дальнейшем будут более тщательно рассматривать заявки, поэтому лучше указывать сумму не сильно большую, но и не маленькую. И дальше нас спрашивают, кто будет оплачивать банкет. Вы сами, либо какое-то агентство или организация. Выбираем, что мы сами будем оплачивать наш банкет, и нас просят указать способ оплаты, которым мы будем пользоваться. Есть 3 варианта: кэш, то есть наличные, какие-то travel-чеки и кредитные карты. Кстати, если кто-то знает, что такое travel-чеки, пожалуйста, напишите в комментариях, очень интересно. Мы с вами выбираем кредитную карту. Почему? Потому что мы с вами указали сумму $10 000. Если мы выберем с вами кэш, то на границе нас могут с вами попросить показать эти деньги, так как ввоз свыше $5000 должен декларироваться. Поэтому мы возвращаем кредитную карту, и в таком случае ничего декларировать нам не нужно. Будьте внимательны. Двигаемся дальше. 9 пункт, он пустой, он для организаций и агентств. В 10 пункте нам нужно указать место, откуда мы с вами заполняем анкету. Здесь нужно выбрать страну. Но есть нюанс. В всплывающем окошке с правилами, которые мы с вами прочитали в самом начале, было написано о том, что оформление визы доступно для иностранных граждан, которые находятся за пределами Вьетнама. Соответственно, здесь разные трактовки есть. Я придерживаюсь того мнения, что это имеется в виду, что визу нельзя активировать внутри Вьетнама. Опять же, возможно, сложности перевода, но есть люди, которые говорят о том, что просто запрещено оформлять визу, находясь внутри Вьетнама. Такое правило действовало и раньше, и это не мешало нам, живя во Вьетнаме, оформлять визы, ездить на визаран. Я думаю, что в этот раз точно так же, поэтому ничего не поменялось в этом плане. И тем более здесь есть вариант выбрать Вьетнам. Соответственно, я думаю, что они не добавили бы вариант Вьетнам, если бы это было запрещено. Вот, но я себе указывал страну, куда я отправляюсь на визаран. Мы из Ничанга ездим в Лаос, соответственно, я указывал Лаос.
вот таким вот образом. И рекомендую на всякий случай все-таки делать таким образом. Хотя некоторым людям я оформлял и указывал страну оформления Вьетнам, и этим людям виза была одобрена. Кто-то указывает здесь родину свою, соответственно, можно сделать так. Дальше ставим галочку. Здесь дата не поменяется, она здесь прописана автоматически. Это дата заполнения анкеты. Переходим дальше. Нажимаем эту кнопочку, и мы переходим на следующую страницу. Здесь нам предлагают проверить нашу анкету на правильность заполнения и подтвердить это. Не пугайтесь, что здесь не отображается ваша фотография и фотография вашего паспорта. Это нормально, они загружены на сервер, но здесь не отображаются. Возможно, в дальнейшем это починят, не знаю, но сейчас вот так. Дальше проверяем все свои данные, чтобы все было верно. Если вдруг вы захотите внести какие-то изменения, обнаружили ошибку, соответственно, вот здесь внизу есть кнопочка Back, и вы вернетесь на страницу, где можно внести изменения. Если все верно, то прописываем капчу, которая у вас указана, и ставим галочку. Жмем «Далее». После чего мы попадаем на такую страницу. Все, наша заявка уже отправлена. Ей присвоен свой код, с помощью которого мы в дальнейшем сможем проверить статус ее готовности. Я рекомендую этот код скопировать и сохранить где-нибудь в блокнотик в заметке. Делаю я это потому, что в начале, на старте, не всем, насколько я понимаю, письма с этими кодами приходили. Поэтому на всякий случай скопировать это несложно, пускай будет. И нам, да, уже пришло письмо, и здесь тот же самый код. Возвращаемся назад, но мы с вами еще не оплатили нашу визу, соответственно, мы можем тут же нажать кнопку «Биллинг». Если вы вдруг пропустили этот этап, то к оплате можно вернуться в дальнейшем. Сейчас покажу. Соответственно, здесь стандартно все, выбираем онлайн-оплату. Выбираем платежную систему, у которой у вас карта, виза. Вбиваем наши данные карты и далее оплачиваем. Я сейчас оплату отменю, потому что у меня виза есть, она мне не нужна. Процедура оплаты, я думаю, всем известна и понятна. Если вдруг опять у вас какие-то проблемы с оплатой, что-то не получается, пишите ко мне в Telegram. Я с удовольствием вам помогу. Нас перекидывает на такую страницу. У меня здесь написано о том, что оплата не прошла, ошибка. У вас будет описана точно такая же страница, но оплата произошла успешно, все отлично. И будет вот такая вот ссылочка, здесь кнопочка, нажимаем на нее. И здесь мы можем с вами проверить статус готовности нашей e-визы. Мы с вами копировали код. Соответственно, вставляем его вот в это поле и вводим капчу. Нажимаем Search, и вот отображается информация о статусе нашей визы. Соответственно, процедура запущена. Здесь мое имя, дата и время подачи моей заявки. Далее, через полчаса где-то здесь отобразится вторая и третья строчка с датами. Соответственно, вторая строчка будет означать дату и время приема моего заявления в работу. И третья строчка будет означать предполагаемую дату готовности визы. И здесь же вы можете оплатить. Соответственно, если вдруг вы не оплатили на прошлом этапе, отвлеклись или закрыли страницу случайно, здесь вы можете вернуться к оплате, нажав на эту кнопочку, и у вас то же самое окошко, онлайн-оплата, также выбираете и так далее, и так далее. После того, как вы оплатили, вам на почту придет письмо с подтверждением оплаты. Это значит, что все отлично и все хорошо. Вам остается только дождаться вашу визу. PDF-файл уже с готовой визой придет вам на почту. Рекомендую его на всякий случай распечатать и взять с собой в поездку. Срок изготовления электронной визы занимает примерно 3-4 рабочих дня с момента
подачи заявления и оплаты, соответственно, до получения готовой визы на почту. Не забывайте, что учитывается только рабочие дни, выходные не считаются. А еще во Вьетнаме много национальных праздников. Это еще дополнительные выходные дни, поэтому обязательно следите за этим, оформляйте визу заранее. Оплату в случае отказа вам никто не вернет. Если вы получите визу уже после того, как въехали во Вьетнам, допустим, по безвизу, тоже вам оплату никто не вернет. Активировать вы эту визу не сможете внутри Вьетнама, соответственно, вам нужно будет направляться на Визаран. Поэтому заказывайте визы заранее. А у меня на этом все. Буду заканчивать это видео. Надеюсь, оно было для вас полезно и у вас получилось оформить электронную визу во Вьетнам. А если возникли какие-то сложности, то напоминаю, вы можете написать ко мне в Telegram. Ссылочка на него будет в описании под этим видео. За небольшую комиссию я с удовольствием вам помогу с оформлением и оплатой. Обязательно подписывайтесь на мой канал. У меня много всего интересного про жизнь в этой прекрасной стране. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на наш чат о жизни во Вьетнаме. Также, если у вас есть возможность и желание, вы можете поддержать меня финансово. Все ссылочки, реквизиты будут в описании под этим роликом. А на этом все. Еще увидимся. Пока-пока.